Согласно историческим данным, у биткоина есть несколько зеленых месяцев в году, и одним из таких после, конечно же, октября и ноября является июль, средняя доходность которого за последние 12 лет составляет плюс 7,5%, и плюс к этому 8 из 12 зеленых месяцев. И даже в период медвежки 2022 года биткоин вырос на 16%. Вообще текущее движение почти идентично копирует цикл 2022 года. Та же структура пробоя, тот же стремительно падающий RSI, тоже медленное снижение цены и само собой интересно, если динамика цен так похожа, каким же будет тогда июль 2026 года? Сможет ли он стать зеленым? Забегая наперед, скажу сразу, да, может, но есть одно но. Я считаю, что июль может стать одним из самых коварных месяцев для биткоина в этом году. Не потому, что рынок обязательно должен рухнуть прямо завтра, и не потому, что у биткоина исчезла фундаментальная ценность, а потому, что сейчас складывается идеальная комбинация для бычьей ловушки. Слабые технические показатели, жесткая ФРС, опасные макроданные, переток капитала и при этом сезонность июля, которая исторически часто давала рынку надежду. Здесь также есть интересный паттерн. После июля в августе уже 4 года подряд мы видим разворот от 6 до 13%. Таким образом, июль может дать надежду на полноценный разворот, после чего идет тестировать более глубокое дно ниже уровня 57 тысяч. Поэтому сегодня в ролике по старой доброй традиции мы начнем новый месяц именно с большого прогноза биткоина. Я озвучу все фундаментальные факторы, которые напрямую связаны с инфляцией, ФРС. Вы узнаете, как предстоящее включение SpaceX в NASDAQ 7 июля повлияет на биткоин, разберем ключевые уровни, покажу, от каких диапазонов буду торговать биткоин в этом месяце и в целом разберем, чего же ждать от рынка именно в июле. Так что смотрите видео до конца, сразу поддерживайте лайком и по традиции пишите в комментариях вашу цену, на которой биткоин закроет июль. $10 за прошлый коммент забирает этот зритель, а мы, друзья, начинаем. Что ж, друзья, давайте сразу начнем с фундаментальных факторов, потому что именно данные по ИПЦ и заседания ФРС это то, вокруг чего будут крутиться все рынки в этом месяце. Кстати, у себя в Telegram я уже выложил для вас большой календарь событий на целый месяц, где собрал все важные даты. В Телеграме делюсь своими сделками, сейчас лонгую SpaceX и сижу в шортах по золоту, а также публикую много торговых идей для заработка. Поэтому все, кому интересно, ссылка в описании. Скажу сразу, я не считаю, что если биткоин отскочил от уровня 57-58 тысяч, это автоматом будет означать начало нового бычьего рынка. Скорее наоборот. Мой базовый сценарий на июль заключается в том, что это может быть бычьей ловушкой. Сначала рынок может продавить цену в район 57 тысяч, собрать ликвидность, напугать всех разговорами о новом обвале, а потом резко развернуться вверх. И цели такого отскока 67, в идеале 70 тысяч. И вот именно там, в зоне 67-70 тысяч, может начаться самая опасная часть движения. Потому что толпа снова поверит, что дно найдено. Снова появятся заголовки про новый бычий цикл, снова начнут говорить, что ФРС передумала, инфляция под контролем, ставка больше не страшна, а биткоин снова готов лететь вверх. Но я буду очень осторожен по поводу этого роста. Потому что июль это не просто месяц технического отскока. Это месяц, в котором рынок будет зависеть от макроэкономики почти полностью. И главный фактор здесь это ФРС. После последней встречи ФРС ставку оставили без изменений. Но для рынка важнее была не сама ставка, важнее была риторика. А риторика стала жестче. Кевин Ворш явно не хочет давать рынку то, что рынок так сильно хочет услышать. Он не говорит, что ребята, все хорошо, скоро будем снижать. Он говорит совсем другое. Инфляция остается проблемной, риски сохраняются, а если потребуется, то ФРС может действовать жестче. Для биткоина это плохая среда. Биткоин любит дешевую ликвидность, биткоин любит ожидание снижения ставок, и биткоин любит момент, когда рынок уверен, что деньги снова будут дешевыми. Но сейчас ситуация другая. Инфляция снова начинает раздражать ФРС, экономика США пока не разворачивается, рынок труда держится, а значит у регулятора нет срочных причин спасать рынки. Ключевая дата месяца – 14 июля. В этот день выйдет данные по инфляции, то есть ИПЦ. И вот это, на мой взгляд, первый большой триггер июля. Если инфляция снова окажется выше ожиданий, рынок может очень быстро забыть про все мечты о развороте. Потому что тогда инвесторы снова начнут закладывать более жесткую ФРС. Не просто паузу, не просто дальше держать ставку, а риск того, что ставку могут повысить еще не один раз. И соответственно, если последние данные по инфляции были 4,2%, то следующие спокойно могут быть 4,4%, а в августе они могут превысить 4,5%. Потому что это последствия высоких цен на нефть. Для крипты это токсично. Если 14 июля мы увидим сильный скачок инфляции, я лично не буду спешить с лонгами, даже если цена красиво будет стоять на уровне 57
57-58 тысяч. В такой ситуации лучше подождать, посмотреть реакцию рынка и возможно отыграть короткие шорты, чем пытаться ловить падающую цену лишь потому, что уровни привлекательные. Но если ПЦ будет мягче ожиданий или хотя бы без нового неприятного сюрприза, тогда у биткоина появляется окно для отскока. Конечно же, не для большого разворота, а именно для краткосрочного движения вверх, которое может вернуть цену в район 65-67 тысяч. Но здесь важно понимать, что инфляция в любом случае вырастет. Вопрос только в том, превысят ли реально данные прогнозы. И почему же я говорю именно про ловушку? Потому что рынок может неправильно просчитать хорошие данные. И если инфляция чуть остынет, все сразу начнут кричать: ФРС больше не будет повышать ставку. Но между ФРС не повышает ставку прямо сейчас и ФРС снова включает печатный станок огромная разница. А рынок часто специально не замечает эту разницу, когда ему хочется расти. Второй важный показатель – это безработица. Последние данные показывают, что рынок труда США все еще держится. Безработица находится примерно в районе 4,3%. Это уже не супер перегретый рынок, как раньше, но и не кризис. Люди не теряют работу массово. Экономика не выглядит так, будто она прямо сейчас впадет в рецессию. И для биткоина это тоже не идеальная новость. Парадокс в том, что слабая экономика иногда помогает рынкам, потому что инвесторы начинают ждать снижения ставок, а крепкая экономика при высокой инфляции, наоборот, дает ФРС возможность оставаться жесткой. И если безработица не растет, если ВВП положительный, если потребитель еще держится, то зачем ФРС срочно смягчать политику? Вот в этом и проблема. Последний отчет по ВВП тоже в принципе хороший. Экономика США продолжает расти. Да, внутри отчета есть слабые места, да, честный спрос уже не такой, как раньше, да, видно, что высокие ставки постепенно давят на систему, но в целом у ФРС нет картины, где нужно срочно спасать рынки. А значит, для биткоина главный вопрос, сможет ли он расти без поддержки ликвидности. И здесь я думаю, что краткосрочно да. На страхе, на перепроданности, на закрытии шортов, на надежде после ИПЦ может. Но среднесрочно, без мягкой ФРС, без нового притока капитала, без реального улучшения макроусловий, я не вижу причины прямо сейчас объявлять новый бычий рынок. И вторая важная дата – 29 июля, заседание ФРС. Именно здесь, на мой взгляд, рынок может получить главный удар. Представим сценарий. В первой половине июля биткоин уходит к уровню 57-58 тысяч. Потом выходит более-менее нормальный ПЦ. Рынок отскакивает, начинается эйфория. Биткоин идет к уровню 67 тысяч, потом возможно к 70. Все снова говорят, что медвежий рынок закончился. А потом приходит ворш. И если на заседании ФРС он снова говорит жестко, если дает понять, что инфляция важнее фондового рынка, если намекает, что ставка может оставаться высокой дольше, весь этот отскок может закончиться очень быстро. Рынок поймет, что он слишком рано поверил в разворот. Вот почему я не хочу покупать эйфорию, я хочу покупать страх. И здесь план такой. Если биткоин даст заход в область 57-58 тысяч, без сильного макроудара, то я буду смотреть зону набора лонгов, по которым цель составляет 67 тысяч, в идеале 70. Но это не позиция держать до максимальных уровней, это именно сделка на отскоке. А вот в районе 67-70 тысяч я уже буду смотреть совсем иначе. Там для меня начинается зона фиксации и потенциальный поиск шортов. Потому что если мой сценарий бычьей ловушки сработает, именно там толпа снова начнет покупать с максимальной уверенностью. Но конечно же все одним биткоином не заканчивается. Я буду следить за всем. За нефтью, за акциями, а также с золотом. И на протяжении всего июля на эти активы аналитики нашей подписки Coin22 Pro будут публиковать лучшие точки входа для заработка. На прошлой неделе в нашей закрытой группе мы шортили фонду. Хорошо заработали на акциях Nvidia. Также в прошлом ролике я говорил про лонг Apple. Мы успешно зафиксировали тейк. И сейчас готовим новые позиции на первую неделю июля. Ведь пока наш спот стоит, мы пользуемся движением рынка для заработка на трейдинге. Для этого у нас есть пошаговое обучение с нуля для новичков. Также мы работаем с опционами. И еще у нас есть большой раздел System, где мы собираем прибыльные связки на базе разных активов и торговых инструментов. Такие вещи, как сопровождение и поддержка 24/7 у нас, конечно же, есть. А также мы помогаем собирать индивидуальные спотовые портфели. Учитывая, что сейчас рынок в просадке, это хорошая возможность купить подешевле. Друзья, июнь в про мы закрыли в хороший плюс. Поэтому все, кто не успел и хочет остаться в плюсе в июле, переходите по ссылке в описании. Там есть вся подробная информация. Следующий важный вопрос, куда будет уходить капитал. И здесь нельзя игнорировать SpaceX. Включение компании в индекс NASDAQ это не просто красивая новость. Это событие, которое может менять потоки капитала. Когда компания попадает в крупный индекс, фонды и ETF, которые отслеживают этот индекс, вынуждены покупать ее акцию. И это создает спрос. А когда речь идет о SpaceX, Маске, космосе, хайпе, ограниченном количестве акций в свободном обращении, это еще и огромная история для спекулянтов. И вот тут возникает проблема для биткоина. В 2020-2021 годах биткоин был главной историей будущего. Тогда он был символом
символом нового финансового мира, но сейчас у рынка появились другие нарративы. Это искусственный интеллект, космос, полупроводники, а также память. SpaceX это как раз таки такая история. Если крупному капиталу нужно выбрать между текущим слабым биткоином и SpaceX, который получает индексный спрос, то хайп и внимание всего рынка, часть денег вполне может уйти туда. И это все, конечно же, может забрать внимание в краткосрочной перспективе. А внимание рынка это ликвидность. Поэтому в июле я буду внимательно смотреть не только на график биткоина, но и на поведение SpaceX после включения в индекс. Если SpaceX продолжает расти, NASDAQ держится, а биткоин может нормально отскочить от уровня 57-58 тысяч, это плохой сигнал. Это значит, что капитал выбирает не крипту. Но, конечно же, есть и обратный сценарий. Если SpaceX после включения в индекс сделает традиционное движение «покупай слухи, продавай новости», если начнется фиксация, если хайп быстро остынет, то часть спекулятивного капитала может вернуться в крипту. И тогда как раз таки биткоин может получить немного денег для отскока в июле. И как мы видим, акции SpaceX идут по моему сценарию из прошлого видео. Я вовремя вышел из шортов, почти на самом дне, потом зашел в лонги и сейчас жду свою цель 180-190 долларов. И более подробно о позициях SpaceX я буду писать у себя в Telegram. Теперь, друзья, золото. Золото пробило важную зону поддержки в районе 4000. И это тоже нельзя игнорировать. Обычно золото и биткоин также конкурируют за приток капитала. Если золото реально закрепляется ниже уровня 4000, то часть инвесторов будет искать альтернативу. И в теории биткоин частично может от этого выиграть. И это небольшой плюс капитала для биткоина. Да, не сотни миллиардов долларов, но тем не менее. При этом здесь не нужно переоценивать данный фактор, потому что важно не только то, что золото падает, важно почему оно падает. Если золото падает из-за жесткой ФРС, сильного доллара и высоких ставок, то это не хорошие факторы для биткоина. Да, часть капитала может перелиться, но если весь рынок давит высокая ставка, то биткоин прежде всего остается под давлением. Поэтому все же главными драйверами июля остаются ФРС, ИПЦ, а также ликвидность. И теперь, друзья, давайте перейдем к теханализу. На этом графике мы видим, что еженедельный крест смерти по биткоину уже очень близко. И это не тот сигнал, который стоит игнорировать. В прошлый раз, когда рынок получил похожую структуру, то биткоин после этого упал еще примерно на 28%. Если наложить данное движение на текущие уровни, то получается, что настоящий минимум может быть не в районе 57-58 тысяч, а ниже. И это совпадает с тем, что я говорил раньше. Зона 57-58 тысяч может стать локальным дном для июльского отскока, но не финальным дном всего цикла. Если история повторится, то рынок сначала может дать красивый скок, а потом ближе к концу 3-го или 4-го квартала уйти на новое дно. И вот там уже будет намного интереснее говорить не о спекулятивном лонге, а о настоящем циклическом развороте. Биткоин часто работает циклами. Да, это звучит слишком просто, но факт остается фактом. Рынок много раз двигается почти по часам. Медвежья фаза около 365 дней, бычья фаза чуть больше 1000, потом поворот. 2 цикла подряд структура отрабатывала очень точно. Если считать текущий цикл, сейчас мы примерно на 253 дне. До потенциального разворота остается около 112 дней, то есть максимум до разворота примерно 3 месяца. И это идеально ложится на мой сценарий. Июль не финальное дно, июль это ловушка. Август-сентябрь добивание слабых рук. Конец 3-го или начало 4-го квартала уже зона, где рынок может нащупывать настоящее дно. И по уровням картина примерно такая. 57-58 тысяч – первая ключевая зона. Это зона страха, ликвидности и потенциального локального лонга. Если цена подходит туда резко, я буду смотреть на покупку. 62-64 тысячи – промежуточная зона. Если биткоин не может закрепиться выше, значит отскок слабый и позицию нужно будет сокращать. И 67-70 тысяч – главная зона цели по лонгу. Там я хочу фиксировать большую часть движения. Именно там я буду присматриваться в шорт. Ниже уровня 57 тысяч – зона опасности. Если после отскока биткоин снова уйдет ниже уровня 57 тысяч, то для меня это будет сигнал, что бычья ловушка закрылась. Тогда следующими целями становится уровень 55 тысяч, 53 и возможно 52 и даже 50. И если разобрать бычий сценарий на июль, то он заключается в том, что ИПЦ выходит мягким, рынок труда стабильный, ФРС 29 июля не усиливает риторику, а SpaceX не высасывает всю ликвидность из рынка. В таком случае биткоин может удерживаться выше зоны 57-58 тысяч и уйти в район 65, 67 и 70 тысяч долларов. Но даже этот сценарий я не считаю началом большого бычьего рынка. Это скорее сильный отскок. Если пробежаться по базовому сценарию, то биткоин сначала идет к уровню 57-58 тысяч, потом отскакивает на 67-70, рынок снова верит в разворот, а ближе к концу месяца все портит ФРС. После этого биткоин снова разворачивается вниз, чтобы искать новое локальное дно, ниже уровня 57 тысяч. Это мой основной сценарий.
И в самом худшем варианте мы получаем следующее. Если PC выходит выше ожиданий, Вождь давит на рынок жесткой риторикой, и SpaceX высасывает всю ликвидность с рынка, а биткоин не может нормально зафиксироваться выше уровня 57-58 тысяч, тогда пробой зоны 57 тысяч мы увидим уже в этом месяце, а цели сместятся к уровню 55, 53 и 52 тысячи. И что же буду делать я? Я не буду покупать рост на эмоциях, я хочу купить тот самый страх. Если рынок даст мне 57-58 тысяч и макроусловия не будут катастрофическими, то я буду смотреть лонг. Цель в этом лонге 67 тысяч, в идеале 70. Но если мы получим высокие данные по инфляции и ФРС заложит новое ужесточение, то здесь я буду, конечно же, пересматривать варианты и работать в краткосрочный шорт. То есть вы должны понять, что июль может выглядеть бычьим, но медвежья структура никуда не денется. Именно это и делает месяц опасным, потому что самые сильные отскоки часто происходят не в начале бычьего рынка, а внутри медвежьего. Они нужны, чтобы вернуть толпу, чтобы снова заставить людей поверить, чтобы люди купили поздно, а потом рынок снова забрал ликвидность. Поэтому я думаю, что сначала мы получим страх, потом надежду, а потом проверку этой надежды через ФРС. Если цена закрепляется выше уровня 57-58 тысяч, я смотрю в лонг до уровня 67-70 тысяч. И потенциально уже от этой зоны буду ждать разворот. И возможно он придет не в июле, а уже к началу августа. А самый сильный разворот с тестированием настоящего дна я жду ближе к концу третьего и начала четвертого квартала. Ровно тогда, когда по 4-летнему циклу биткоин снова должен начать готовиться к большому развороту. Друзья, интересно, что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях. И задавайте вопросы, которые вас интересуют, ведь я стараюсь отвечать всем. Также не забывайте про Telegram, где я всегда на связи. Вам спасибо, что продолжаете поддерживать канал, это очень приятно. Так что желаю нам всем даже не зеленого, а предсказуемого июля, чтобы спокойно торговать и отрабатывать наши идеи. Друзья, всем удачи, до скорых встреч!